Город и одновременно Эмират Дубай многогранный и необычный, стремительно выросший после того, как в Эмиратах обнаружили нефть. Он быстро стал одним из самых современных мегаполисов мира. Еще в начале 90-х Дубай представлял собой пустыню с типовыми многоэтажками, а сейчас это город чистых улиц и сверкающих небоскребов. Восточный мегаполис омывают воды Персидского залива, который раскинулся между Ираном и Аравийским полуостровом. В районе Абу-Даби и Дубая прибрежные воды более теплые, чем в других Эмиратах. Кроме того, вход в воду является более пологим. Обусловлено это наличием большого количества искусственных островов, которые и изменили течение вод. Например, в Рас-Аль-Хайме и Шарже ярко наблюдаются приливы и отливы, подвижные течения, а также более прохладная вода. В Дубае среднегодовая температура воды 25 градусов, а летом прогревается до 35. Каждый месяц побережье привлекает миллионы туристов со всего мира. Так ли хороши местные пляжи, как о них рассказывают в рекламных агентствах? Давайте разбираться. В одном из предыдущих выпусков мы с вами рассмотрели уже 3 лучших пляжа Дубая. Это GBR, West Beach и Secret Beach. Ссылочку на это видео я вам вставлю в конце. А сегодня мы познакомимся ближе с еще 2 пляжами. Первый – это пляж в центре города Ля-Мер. Узнаем все положительные и обратные стороны. И второй пляж – это Аль-Мамзар. Итак, если вы готовы, поехали! В 2018 году в районе Джумейра-1 открылся многофункциональный пляжный комплекс Ля-Мер, который во многих смыслах затмил остальные пляжи города и фотографиями которого заполонили просторы интернета. Пляж располагается в центральной части города напротив даунтаун, то есть с пляжа открывается прекрасный вид на небоскребы и на Бурдж-Халифа. Комплекс Ля-Мер условно делится на 4 зоны – пляжную, развлекательную, центральную и северные и южные острова. Район весь стильный, яркий, оригинально оформленный. Фонтаны, стрит-арты, скульптуры, арт-объекты, огромное количество спот-мест для фотографий. Теперь давайте отдельно разбирать каждую зону. Первая зона – это пляж. Общая протяженность пляжа около 2 километров. Вход на пляж бесплатный. Он имеет вид 2 отделенных между собой аквапарком лагун. Здесь есть все удобства, начиная от душевых и шезлонгов, заканчивая спорт-активити. Причем все это выполнено в лучших европейских стандартах, все очень стильно, ярко и разумно. Вход в море пологий, поэтому с детками здесь очень комфортно. Песочек довольно-таки приятный в такую мелкую крошку. Аренда шезлонга и зонтика вам обойдется в 180 дирхам. Душевые открытые бесплатные, переодевалки бесплатные, есть еще платные крытые душевые. На пляже есть доступ к бесплатному Wi-Fi. Пляж очень приятный, вот только вид стройки, окружающий пляж, явно не порадует ваш взгляд. Но город растет и развивается, и полностью достроенных районов, к сожалению, практически нет. Зато с берега открывается хороший вид на район даунтаун со своими небоскребами и красавицей Бурдж-Халифой. Водичка на этом пляже не всегда чистая и прозрачная, как хотелось бы, потому что крытость лагун не дает доступа в воде достаточно циркулироваться. И, к сожалению, здесь убрали качели, которые раньше стояли прямо в воде. Второй момент – это парковка. Крытая платная стоянка обойдется вам в 30 дирхам за час. Мы всегда паркуемся на открытой бесплатной зоне недалеко от ресторана Ош. Кстати, ресторан вкусный и уютный, так что я вам его очень рекомендую. Следующее место – это променад или торговый бульвар. Во время карантина многие кафе, к сожалению, закрыты, но открытых кафе и ресторанов вполне хватает. Ценник здесь будет немного выше среднего. Здесь есть и Starbucks, и азиатские кафе, и мясо на гриле, и сувенирные лавки, магазины, бары, кальянные, все, что душе угодно. В Дубае, к сожалению, если цена не указана на что-то,
то перед покупкой советую вам все-таки эту цену уточнить. Отпускной вариант по типу, ну сколько там в лавочке может стоить мороженое, может вам обернуться в 108 дирхам за 2 порции мороженого из 3 шариков. Это $30. Основа Ля Мер – это креатив и забота об экологии. Пляжная зона оборудована искусственными прудами, парковыми зонами, детскими площадками, арт-объектами, где интересно как погулять с детками, так и провести романтический вечер. На территории около 130 развлекательных пунктов, где можно покушать, отдохнуть или что-нибудь приобрести приятное для души. Я вам советую следующие варианты. Первый – это общественный транспорт маршрутным автобусом 9 либо 88, но местные автобусы, та еще лотерея, они ходят по какому-то неизвестному никому графику. Второй вариант – это пешая доступность, так как многие отели расположены недалеко от этого района. Если вы приехали на отдых, то самый удобный способ для вас – это бесплатные трансферы, которые организовываются либо от отеля, либо на официальном сайте Ля Мера. Можно уточнить расписание автобусов, которые ходят прямо на пляж. Ля Мер – это приятное место, гармонично сочетающее в себе как пляжный, так и активный отдых, шопинг, приятную атмосферу. Красивая природа вдохновляет, а комфорт и обилие впечатлений заставляет влюбиться в это место и возвращаться сюда снова и снова.
Второй пляж, который мы сегодня с вами рассмотрим, это Аль-Мамзар Бич Парк. Это закрытый парк-пляж на границе между Дубаем и Шарджей. То есть, если вы отдыхаете в Дейра, то ближайший к вам будет именно Аль-Мамзар. Вход в парк стоит 5 дирхам пешком и 30, если вы на машине, независимо от количества пассажиров. Оплачивать можно наличкой, кредитной картой, а также картой НУ, которой вы расплачиваетесь за поездки в метро или автобусе. По средам здесь женские дни, то есть мужчинам вход воспрещен. Раньше это был понедельник и четверг, поэтому лучше заранее уточнять. Вся территория парка разделена на 5 пляжей плюс зоны отдыха. Заплатив один раз за вход всего 5 дирхам, вы можете свободно посещать все пляжи и зоны. У каждого из 5 пляжей есть свой... комплекса густо засажены экзотическими растениями, яркими клумбами и газонами. Местные жители любят приходить сюда на пикник, поэтому с пятницы по воскресенье здесь довольно людно. Здесь для этого сдаются в аренду целые беседки с грилем, с барбекю и со всеми удобствами. А для тех, кому не по вкусу купание в Персидском заливе и отдых на пляже, здесь есть оснащенный бассейн с чисто символической стоимостью входа. На территории парка часто проходят концерты и выступления. Можно арендовать дополнительные велосипеды и самокаты, а также в самом центре парка находится смотровая башня с панорамным видом и бесплатным входом. На территории комплекса также имеются гостевые домики-шале для ночлега. Всего их около 15, 10 маленьких и 5 больших. Стоимость домика на ночь маленького 150 дирхам, а вот большого обойдется вам в 200 дирхам. Аль-Мамзар Бич Парк находится на границе между Дубаем и Шарджей, поэтому добраться можно, если у вас нет бесплатного шаттл-баса от отеля, либо на такси из Шарджи, это будет около $8, либо из Дубая, например, от станции метро Юнион на автобусе номер 28 до конечной. На расстоянии примерно 1 километр от Аль-Мамзар расположен Шарджинский аквариум и морской музей. А также это один из, наверное, немногих пляжей Дубая, на которых есть пальмы. Их, кстати, здесь насчитывается около 1500. Этот комплекс обладает всеми нужными для комфортного отдыха составляющими. Чисто ухоженные пляжи, развлекательные площадки, развитая инфраструктура. Пляжный комплекс можно посещать в любом составе, а детям просто здесь не будет времени для скуки. Это идеальное соотношение количества людей на количество песка. А сам парк радует своими птицами и количеством зелени с кислородом. Я желаю вам открытых границ, негативных тестов на ковид, и чтобы у каждого была возможность увидеть свое солнышко и свое морюшко.
Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех новинок. Вам это не сложно, а мне будет очень приятно. И до новых встреч! Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless, sitting up I'm breathless.